Приветствую всех на нашем канале. Сегодня мы с вами поговорим о платежных квитанциях за январь месяц на воду и электричество. Честно сказать, после всей шумихи, которую я наблюдала в интернете от людей, которым пришли платежные квитанции на бешеную сумму за электричество, я с ужасом ждала, когда нам принесут наши квитки. Потому что в течение месяца мы использовали кондиционер, пусть ненадолго, но использовали и практически постоянно пользовались обогревателем в круглосуточном режиме на 500 ватт. Обогреватель у нас стоял. Но у нас один плюс: мы не отапливали все 3 комнаты в квартире. Мы отапливали одну комнату и чаще всего находились в одной комнате, что спасло нас от большого счета за электричество. Начну с квитка на воду. Здесь также произошли свои изменения, и я детально о них сейчас расскажу. За январь месяц мы истратили 23 кубометра воды. Это нам вылилось в сумму 160 лир. 1 кубометр воды стоит 6 лир 93 куруша или 41 рубль 60 копеек. Также в квиток на воду входит стоимость за канализацию. Здесь также произошло небольшое подорожание. В декабре месяце канализация была 63 лиры, в этом месяце 63,76. И мусор. Вывоз мусора также подорожал. В декабре мы платили 12,50, в этом месяце уже 15,64. Итак, если брать отдельно стоимость воды, то за 23 кубометра мы заплатили 956 рублей. И в сумме, сложив все показания мусор, канализация и вода, по этому квитку мы заплатили 1540 рублей. Дальше возьмем квиток на электричество. Здесь, как я уже и говорила, снимаются 3 показания: день, пик и ночь. Но какие произошли еще изменения? Тариф на свет стал, 2 тарифа стало на свет. То есть до 150 киловатт 1 киловатт электричества стоит 1 лира и 0,7 куруш, что в переводе на рубли 6 рублей 42 копейки за киловатт до 150 киловатт. Свыше 150 киловатт уже идет совсем другая цена за киловатт. Стоит 1 лира 54 куруша или 9 рублей 24 копейки за киловатт. Это уже то, что свыше 150 киловатт нагорает за месяц. У нас общее количество нагоревшей электроэнергии 272 киловатта. Из них 150 киловатт мы заплатили 963 рубля. Свыше 150 киловатт, это 122 киловатта, обошлось в 1127 рублей. И также, как я уже говорила, есть графа «Налоги и фонды». Я могу, конечно, только предположить, что это общедомовые нужды, общедомовое освещение в подъезде и, скорее всего, лифт, так как лифт у нас в доме есть. За это 77 лир 88 куруш. И сложив всю эту сумму, мы получаем 2551 рубль. Мы заплатили по квитку за электричество. Итого в этом месяце по услугам ЖКХ мы заплатили 4091 рубль. Вот такая арифметика. Из чего я сделала вывод, что по сравнению с другими потерпевшими этой зимой мы отделались легким испугом. Ну а на этом у нас все. Пишите ваши комментарии. Всем пока!